Я живу в Грузии более 3 лет, и недавно я решила купить квартиру в доме, который сейчас на этапе строительства. И так как я живу в Батуми, я искала варианты здесь, и проектов оказалось просто бесчисленное количество. Но пожив в разных домах, я поняла, что не каждый застройщик — это хороший застройщик, и не каждая покупка квартиры — это правильная покупка. И иногда ты не то чтобы можешь не заработать, иногда ты можешь просто даже не вернуть свои деньги назад. Вдруг ты решишь их продать. А это как бы самое важное. Я не риэлтор, я не юрист. И у меня нет за спиной никакой юридической команды. Я обычный человек, который хочет понимать, куда он вкладывает деньги и что он получит в итоге. Поэтому в этом видео я расскажу, как бы я проверяла застройщика, если бы я снова выбирала себе квартиру. Это 3 простых шага, которые может повторить любой, и которые я с удовольствием повторю, когда буду в следующий раз искать себе квартиру. Здесь, именно в Грузии. Но важная ремарка сейчас, что я не буду называть конкретные названия застройщиков. Ни хорошие, ни плохие, не потому что я не хочу, потому что я очень хочу. Но в Грузии застройщики могут подать в суд. Даже если вы просто расскажете свой опыт, даже если то, о чем я расскажу, это все задокументировано, но все равно могут обвинить в клевете. И именно поэтому вы наверняка замечали, что местные блогеры не говорят: этот застройщик плохой или этот дом ужасный, я бы там не купила. Просто никто не хочет получить иск. И вот из-за этого в интернете практически нет никакой информации о застройщиках и о домах. Нет реальных отзывов, нет видео из категории «нас обманули», там, нет форумов, где люди разбирают застройщик. Именно поэтому проверять приходится все самому и тому, как это выглядит именно на практике. Итак, первый шаг — это онлайн-проверка застройщика. Допустим, вы уже нашли квартиру в каком-то доме, который сейчас, например, на этапе строительства, и он вам нравится. Вы, скорее всего, уже связались с продажниками, они вам что-то рассказали про квартирку вашу, сколько там метров, сколько она будет стоить, какой мы классный застройщик. Это все очень здорово, и запишите обязательно все то, о чем они вам рассказывают, это все вам понадобится. И, возможно, вы уже видели их сайт, он вам тоже понравился, и теперь вы просто хотите убедиться, что ваше решение — это правильное решение, это отличная мотивация. То, что я бы сделала, это я бы взяла листик бумаги, обычный блокнот и записала бы все, что у меня есть. Название застройщика, сайт, номер телефона, e-mail, ссылки на соцсети, возможно, личные имена, фамилии. Даже если это кажется, что мелочью, возьмите все, это то потом вам поможет. Теперь, что я бы сделала, я открывала сайт застройщика. И здесь, как правило, у вас есть 2 сценария. Первый — это сайт выглядит как одностраничник, сделанный на коленке. Обычно он на 1 или на 2 языках, на грузинском, на каком-нибудь еще. Мало информации, нет документов в публичном доступе, нет контактов, может быть пара красивых картинок, рендеров, кнопка «Оставьте заявку». Ну, как такового сайт особенно не вызывает доверия. Я бы себе поставила жирный минус при этом. Если компания не может нормально рассказать о себе и показать хоть какие-то подтверждения деятельности, значит, я бы сомневалась в ее прозрачности и о том, какой она может построить дом, если она сайт себе построить не может. Второй вариант — это будет, если сайт понятный и структурированный. Будет подробное объяснение проектов, фото, этапа строительства, видеокамеры, возможно, с объектов на текущие объекты или на старые дома, карта с локациями. Это уже будет жирный плюс, это очень хороший знак. Значит, компания существует не только на бумаге, и ей не страшно показывать свой процесс. Это жирный плюс. Следующий шаг — я пойду в Google. Первый запрос, который я буду искать, это просто название компании, я добавляю варианты. Название компании и отзывы, название компании и город, название компании и регистрация, название компании и все проекты. Если на сайте вы уже нашли название прошлых домов, которые строил этот застройщик, запишите их туда же на бумажечку, потому что вы их будете искать. Но важно не ограничиваться только первой страницей поиска. Я захожу в раздел «Картинки», «Видео». Там часто всплывают старые рендеры с чужих сайтов, случайные публикации, видео от видеоблогеров, кто упоминал этот дом, или какие-то посты из Инстаграма, из Фейсбука. Возможно, какая-то старая реклама компании, цены, сроки. Это уже о многом скажет, и вы можете просмотреть, какой тренд есть. Допустим, цена дешевеет со временем, хотя должна дорожать, или наоборот дорожает. Следующий лайфхак от меня — это проверить, не переименовался ли застройщик. Например, вы можете заметить, что раньше у него был другой логотип или другое название. Это часто делают, когда предыдущая компания закрылась с долгами, открылась под новым брендом. Если я бы такое увидела, я бы уже поставила бы жирный минус, и это был бы поводом для того, чтобы насторожиться. Следом я пойду в Facebook и Telegram-группы. В Фейсбуке есть несколько крупных сообществ недвижимости Грузии, но я просто в поиске нахожу название этого застройщика и смотрю, где оно упоминалось. Иногда люди ищут вопросы, делятся опытом или наоборот хвалят, жалуются. Это комментарии редкие.
но они будут самыми честными. Также я захожу в телеграм-чаты, обычно это аренда, покупка, где обсуждают новостройки. Там чаще всего встречаются реальные покупатели, которые делятся деталями, о которых не пишут на сайте. Например, в прошлых домах, в которых построил этот застройщик, они уже пишут, что воду включают по вечерам. Там обещали дом сдать в августе, а уже ноябрь ничего не сдают. Ну, вот такие мелкие детали, о которых знают, к сожалению, только те, кто купили там квартиру. После первого шага у вас уже складывается первая картина. Вы знаете, кто застройщик, вы знаете, как он выглядит онлайн, когда появился, когда строил раньше, как часто переименовывался, есть ли у него прошлые дома. И у вас уже получается такое маленькое досье, с которого можно двигаться дальше. В идеале все эти вещи вам должен был рассказать застройщик, но не все об этом хотят открыто делиться, или у них нет времени, или что угодно. Поэтому вам приходится искать это самостоятельно. Идеально, когда застройщик сразу вам все это рассказывает. Когда я нашла застройщика, который мне нравится, я перехожу к следующему шагу, проверить, что он реально строит и что он реально делает. И первое, я иду смотреть, где еще этот свой застройщик продает свои квартиры. Это, скорее всего, будут сайты местные, MyHomeG, CoreTRG, SSG. На SSG и MyHomeG там, скорее всего, аренда будет, продажа земли, квартиры, часто появляются объявления от агентов, а вот на CoreTRG удобно именно смотреть квартиры, которые есть в этом доме от этого застройщика. Там есть тренды, как менялась цена в динамике, очень интересно на это посмотреть. Я захожу туда, нахожу компанию, открываю каждый объект, и я смотрю, где он находится, сколько там этажей, когда сдали, что обещали. Это помогает понять, сколько реально компания строит и строит ли вообще. Если я вижу, что компания построила один дом, например, за 8 лет своего существования бизнеса, я отношусь к этому настороженно. Если у нее есть уже там 3-5 завершенных проектов, несколько в процессе, значит, она действительно работает, у нее есть команда, опыт. Если у застройщика есть хоть один построенный дом, идите туда. Идите в этот дом, заходите в подъезд, посмотрите, чисто ли, пахнет ли сыростью, работают ли лампочки, какая плитка, как сделаны входные двери, есть ли консьерж. Поговорите с консьержем, он может вам все рассказать. Может быть, это звучит мелко, но именно такие детали показывают, как застройщик относится к своим проектам, которые уже сданы. В общем, была ситуация, что я у застройщика спросила, какие ваши прошлые дома. Они мне в открытую рассказали, что смотрите, у нас есть вот таких 3 наших построенных дома, и я туда сходила ножками. Я пришла, поболтала с консьержем. Они всегда знают больше, чем любой менеджер по продажам. Они знают о доме все. Можно просто спросить, когда дом сдали, как обслуживание, а лифт там часто ломается. Там. Мне попадались исключительно добродушные люди, которые с удовольствием делились этой информацией. В идеале будет, если вам попадется сосед, выходящий из этого дома или заходящий в него, остановите его и спросите ему, как ему живется в этом доме. Потому что, опять же, никто вам не расскажет лучше, как человек, который живет в прошлом доме этого застройщика. А особенно, когда застройщик в открытую говорит, какой у них прошлый дом, и приглашает вас туда сходить, это очень сильно повышает фактор доверия. То есть я понимаю, что у застройщика там каждый следующий дом, по идее, должен быть лучше предыдущего. Но когда застройщики не скрывают свои прошлые дома, в открытую говорят, идите, сходите, это фактор доверия. Параллельно я захожу на сайт компании. Если это нормальный сайт, там обязательно должен быть раздел с документами. В идеале там должно быть разрешение на строительство, архитектурный план, кадастровые данные, какая-то юридическая информация о регистрации компании. Если их нет, я напрямую спрашиваю, можно мне, пожалуйста, копии разрешений, кадастра, все пришлите мне, пожалуйста, на почту, в WhatsApp, куда угодно. Нормальный застройщик всегда покажет. Это открытая информация, которая в публичном доступе. Если мне начинают отвечать, что мы вышли там, через неделю, наш юрист в отпуске, что-то там не можем найти, или а зачем они вам надо, это жирный тревожный сигнал, значит, документов либо нет, либо они не хотят показывать, либо вот там что-то с ними не то. В общем, я не хочу додумывать, что там с ними может быть не то. Для меня это просто вот четко нет. Иногда ради собственного спокойствия можно сходить в Министерство юстиции, но важно понимать, вам не дадут оценку проекта, вам не скажут, это хороший застройщик, это плохой застройщик. В Министерство юстиции я сама лично сходила, там можно проверить фактически просто, зарегистрирован ли участок, кому он принадлежит, действительно ли компания владеет этой землей. Для этого вам нужен кадастровый номер земли. Все, его можно запросить у самого застройщика, он знает. Без него вы ничего не проверите или, может быть, что-то, но я об этом не знаю. Если у вас уже есть кадастровый номер квартиры, это чудесно, вы можете принести кадастровый номер квартиры. Кадастровый номер квартиры состоит из 2 частей. Первая часть этого номера – это кадастровый номер земли, и вторая часть – это приставочка, это именно конкретной квартиры.
Это идеальный вариант. Я лично сходила проверить, вот, я пришла, поговорила с Министерством юстиции, с работником. Она мне сказала, что, говорит, смотрите, вот, пожалуйста, вся информация, говорит, ну, как вы видите, там нет ни задолженности, никак, ну, говорит, ну, там все четко, там все чисто. Но мне сказали, что вы же понимаете, что сегодня все чисто, завтра может что-то случиться. Завтра, может быть, там начислятся там огромные штрафы, там что-то заблокируют, говорит, но вы об этом не узнаете, потому что это будет завтра. Вот, поэтому эта информация, она, ну, может вам дать что-то на текущий момент, какое-то минимальное успокоение, но она не гарантирует вам точно ничего. Итак, после этого шага у вас уже складывается вот такая картинка. Строит ли компания реально? Есть ли у нее предыдущие дома? Какие документы она готова показать? И насколько компания открыта к диалогу? Если все совпадает, и прошлые дома стоят, в них люди живут, компания не прячется, можно переходить дальше. Итак, когда я уже посмотрела дома, почитала про компанию, собрала документы, я перехожу к последнему шагу, и к моему личному, это я проверяю, кто стоит за этим бизнесом. Потому что застройщик — это не просто логотип и сайт, это конкретные люди, у которых есть имена, фамилии, должности и их история. И иногда именно эти люди скажут вам больше о компании, чем любые красивые рендеры и красивые фотографии. Что я лично делаю? Я открываю сайт застройщика, ищу раздел о компании, или если у меня уже есть имена руководителя, я сразу их записываю. Если этой информации нет в публичном доступе, я не хочу звонить, то я иду на страницу с юридической информацией, если она есть, она обычно находится внизу сайта мелким шрифтом. Там часто указано полное название юрлица, например, там LLC, там что-то там групп. Это важно, потому что юридическое лицо — это то, через что все зарегистрировано. Земля, разрешения, договоры. Дальше я гуглю само юрлицо, но бывает такое, что у компании несколько разных регистраций. Например, одна активная, другая закрытая. Это бывает, когда старую фирму закрывают с долгами, на новую переносят продажи. Если я вижу, что на одно юрлицо открыто несколько компаний, она там говорит, что она на рынке с 2015 года, я сразу делаю пометочку, начинаю копать глубже. Я беру имена людей, я беру имена директора, владельца, топ-менеджеров, продажников. Я ищу их в LinkedIn, в Фейсбуке, просто в поиске. Ищу на русском, на английском, на грузинском. Иногда нахожу старые профили, иногда фотографии со стройки. Если я вижу, что у человека до этого не было никакого отношения к строительству, например, вчера он продавал пирожки, а сегодня он директор девелоперской компании, я начинаю вот в чем-то сомневаться. Если у него наоборот есть опыт, он уже участвовал в каких-то других проектах, просто в Грузии, строил с другими партнерами, это огромный для меня будет плюс. Бывает такое, что застройщик прячется за брокерской компанией или просто за красивым брендом. Я проверяю их адрес. На сайте, например, указан там какой-то там адрес, я просто вбиваю этот адрес в Google Maps, и чаще всего там не офис, а какой-то жилой дом, это квартира или это кафе какое-то, там нет даже метки на картах, но это тоже о многом говорит, да? Я стараюсь еще понимать, кто занимается коммуникацией. Иногда компании называют себя там строительная группа, но на деле это просто два человека, которые перепродают там чужие квартиры на этапе котлована. Тогда, конечно, никакой гарантии нет, что вы не покупаете у застройщика. Вы просто покупаете у посредника, который завтра может просто исчезнуть. Я стараюсь собирать все это в одну картинку. Кто основатель, когда открылась компания. Для этого мне нужен листик, на котором я это все записала, потому что я забуду, какой у них юридический адрес, кто ведет продажи. Иногда это достаточно буквально пары часов, чтобы понять, что компания там какая-то вот только появившаяся. И, возможно, можно пожалеть, что вы вложились в эту историю. Если я нахожу в соцсетях о том, что человек уже работал раньше в строительных компаниях, он показывает свои проекты, возможно, какие-то фотки с конференций, возможно, просто фотки с коллегами, находите их личные социальные сети, если они в открытом доступе, это публичная информация. Вы можете посмотреть, чем человек живет, где он бывает, кто у него вот в окружении его. Честно говоря, для меня мне это дает ощущение уверенности в том, что за этим стоят реальные люди. Эти три шага для меня — это Google, проверка реальных домов и людей, которые стоят за компанией, проверка документов. Она не гарантирует, что все пойдет идеально, но она хотя бы убережет от самых очевидных ошибок. Вы хотя бы сразу отсечете тех, кто не отвечает, у кого нет документов, кто не показывает старые дома, кто прячется за красивыми словами.
В Грузии я заметила, что рынок недвижимости растет очень быстро, но за этой скоростью часто теряется качество и прозрачность. Поэтому проверяйте все сами. Не верьте словам, не верьте лозунгам, особенно то, что возврат инвестиций, там, return of investment, ROI, рисует там баснословные. Не верьте этому. Если вы видите, что компания открытая, показывает документы, не боится общения, скорее всего, что с ними все в порядке, но опять же гарантии нет. Если вы чувствуете, что вас уговаривают, обещают скидку только сегодня, просто лучше отойдите в сторону. Лучше пропустить одну выгодную сделку, чем потом несколько лет бегать с юристами, с нервами, пытаться узнать, достроили ли вашу квартиру, не достроили, пытаться ее продать. Покупка квартиры — это не просто сделка, это решение, которое должно быть спокойным, обдуманным и точно вашим. И чем больше вы узнаете до покупки, тем меньше сюрпризов будет после нее.